Пустота у Малевича, тончайше чувствующего все первые элементы, азбуку образа, никогда не бывает абсолютно негативным свойством. И то сложное предчувствие, которое выражает в одноименной картине еще одна безликая и одинокая фигура, есть предчувствие нового лика, есть чистый и строгий образ творческой мысли на перепутье. Новый дом оказывается зловещей башней без окон, монументальным казематом, причем казематом красного революционного цвета. Те же пустые равнины революции обретают вроде бы еще более унылый и тоскливый вид. Знаменитый ученый-физиолог сидит на фоне безмятежного летнего пейзажа за своим рабочим столом в поселке Колтуши. Лишь в крепко сжатых старческих руках можно уловить момент острого внутреннего напряжения, чувство той внутренней иммиграции, в которой Павлов, хотя и увенчанный почестями, находился все советские годы. На сердце от песни веселой она скучать не дает никогда. Элегантная дама в открытой машине выглядит как некая гостья из будущего в ореоле солнечного летнего дня. Но на деле речь может идти лишь о супруге какого-то большого человека, которая отпустила шофера, чтобы покататься самой. Личный автомобиль в Москве тех лет был невероятной роскошью. Любят песни деревни села, и любят песни большие города. Само бытие в невиданных масштабах превращается не в тему, а именно в материал искусства. Не только краски и формы, сама жизнь подвергается в картинах Пластова целенаправленному улучшению. Здесь словно намечена режиссура таких популярных политических хэппинингов, как посещение передового колхоза, когда гостей, своих или тем паче иностранных, вели среди живописных пейзажей в образцовые, то есть специально отобранные и подготовленные, хозяйства, завершая спектакль пышным банкетом. Сияющее мажорными красками, буквально цветущее полотно Пластова «Сенокос» — один из ярких примеров того, как официальные идеологические программы могли совпадать и реально совпадали с моментами истины. Любые сцены труда обязательно должны были искриться счастьем, пусть даже речь шла о нищей и голодной деревне, потерявшей большинство мужиков-кормильцев. Но в какой-то недолгий период после войны такое счастье было действительно общенародным, выражая сбывшуюся мечту о мире. Yeah.
В условиях, когда отпадает необходимость приспосабливаться и делать похуже, чтоб пропустили, экспрессионизм Романовича достигает невиданной красочной силы. Вдохновляясь в равной мере примером старых мастеров и своего друга Ларионова, связь с которым по причине уплотнившегося железного занавеса прервалась, он пишет трепетные, одухотворенные фантазии, чаще всего на античные темы. В «Низвержении гигантов» художник создает уже не просто мифологический, но исторический эпос, грозную поэму упадка и катастрофы. Стадионы воспринимались тогда как питомники нового человека, совершенного социально и физически. Спортивные богини, однако же, здесь столь сверхреальны, как и дирижабли Лабаса. Увлеченные бодибилдингом комсомолки напоминают скорее полудниц, женских духов летнего поля, которые вот-вот растают в жарком красочном мареве. Мудрым, бесконечно уверенным в себе наставником власти выглядит Горький в картине Сварога-Ворошилов и Горький в тире. Писатель учит наркома, как беспощадно и точно разить врагов революции. Ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и кровь. Каждый может... Это панно, изначально оно украшало главный павильон ВДНХ, пример тех пышных театральных фикций, которыми в соцреализме подменялась реальная история. Скромных масштабов перестрелка, каков был подлинный штурм Зимнего, изображена здесь как эпическое сражение, причем за основу взяты не фотодокументы, которых просто не имеется, а кадры из художественных фильмов. Конечно, право на вымысел в искусстве священно, но ведь репродукции из подобных полотен красовались в учебниках и на стендах именно в качестве исторических документов. Также углублены в себя миниатюрные романтические пейзажи, которые создавал в 40-е годы в своей сибирской ссылке Соколов. Эти крохотки на обрывках бумаги потаенны, как дневник, что ведут из-под тишка и украдкой. Это в такой же мере предмет дизайна, как и скульптура. Последний момент в итоге вообще возобладал, поскольку изящное устройство так и не смогло подняться в воздух, и проект не получил никакого практического развития. Образ становится вещью, как и предполагалось в эстетике Лефа, но с совершенно неожиданным результатом. Машина оказывается нефункциональной, почти какой-то фантастически сказочной. К тому же летатлин, орнитоптер, построенный в подражание птице, подчеркнуто биоморфен, природен, а не технократичен.
Он замыкается в себе, словно легкий и ажурный залог свободы, свободы чистого искусства, отказывающегося от претензий на переустройство мира. Только к близким, как мнится, обращены пейзажные мотивы Татлина, фрагменты лирического автопортрета, где великий реформатор искусства предстает тонким и психологичным поэтом природы. Миллионы людей запомнили плакат Ираклия Таидзе как самый яркий художественный образ Отечественной войны. Вполне возможно, что судьбу плаката предопределила политическая конъюнктура. Партийным чиновникам и редакторам явно хотелось угодить Сталину, выпустив максимальным тиражом произведение именно грузинского художника. Однако рисунок весьма выразительный сам по себе, вне всякой конъюнктуры. Композиция его достаточно проста и в то же время действует на зрителя словно боевой набат. В живописи Тышлера живет постоянное ощущение волшебной коробки, вдруг открывшейся, дабы явить некую тайну. Загадочная меланхолия, весь экзотический облик его персонажей нисколько не меняются. Они по-прежнему погружены в романтическое одиночество, никак не реагируя на социальный заказ. Сокровенной тишины полны портреты работы Фалька. Их колорит словно слегка фосфорисцирует в серой мгле, обнажая трепет внутренней жизни, той жизни, которая открывается в сосредоточенном диалоге друзей, слышном лишь вблизи, а не на площадях. Это страшный дробящий космос, где эволюция жизни идет по нисходящей, от человека к зверю. Возможно, сама теснота филоновской студии привносит в образы ощущение давящей несвободы. Тела словно развинчены на составные части и сложены в каких-то ящиках. Мы видим уже не универсальные кристаллические формы, а цветные формулы и схемы. Вольная стихия цвета, что рождает из себя фигурки наездниц и акробаток, воспринимается как спонтанное видение, как экспромт, полный музыкальной легкости, почти бессознательный.
Спортсменка эта послужила одним из прообразов той многотысячной скульптурной армии, что красовалась в советских парках, крупных общественных зданиях и вдоль дорог. Ныне от нее остались лишь жалкие останки. Сами по себе эти фигуры, особенно их прототипы, пластичны и элегантны, способны украсить любую коллекцию, но они слишком долго вели свою массированную агитацию за счастье, буквально терроризируя сознание. Теперь важно их сберечь. Со временем ими можно будет спокойно полюбоваться. Серия пишется еще с 30-х годов, но теперь, накануне кончины мастера в 1948 году, обретает особую драматическую, даже трагическую силу. Фигуры библейских и евангельских персонажей маячат в стихии сдержанного, даже тусклого, как бы припорошенного пеплом цвета. Порой в образах давлеет мотив страшной катастрофы, возможно, связанной с вестью о Холокосте, что распространилось в годы войны. Но светлые прочерки, цветовые возгорания в общем сером тоне умеряют скорбь. Цвет в этом потаенном экспрессионизме, который стал творческим завещанием мастера, в равной степени несет в себе и страх, и исцеление от него.